Кто здесь примчался такой? Михаил? Олег вон поехал на велосипедке дальше. Классно, на улице, ну, сегодня неплохо, но прохладно. Да, Михаил? Олег не замерз? Нет. Конечно, капюшон одел, молодец. Так и надо. Еще я Чё, теплую кофту решил одеть. Ну, теплую кофту. А Миша не замерз? Нет? Мордочку строит. Миша поэкспериментировал сегодня с сальто. Продолжит свои эксперименты. Потом, как будет хорошо получаться, мы вам покажем. У меня почти получилось. Да, почти получилось. У меня получилось сделать кувырок, не дотрагиваясь головой. Да? Но, Я его сделал, но я упал на землю потом. Ай, да, Мне надо сделать сальто и вот так вот встать. На ноги пока не получается встать, да. Короче, есть над чем работать. Идите катайтесь. Времени очень много осталось до тренировки. Ну да. Минут 20. Минут 20-30. Сейчас потом покушайте перед тренировкой. Чтобы мы потом не спеша собрались, вышли и успели на тренировку вовремя. Давайте-ка, погоняйте. Вот, до моста метнитесь достаточно далеко это. Вдвоем прям до моста сгоняйте. Окей. Окей? До моста погонишь? Сейчас это просто подойду поближе к морю. Решил насладиться морем, пока есть шанс в этом году. Ну, я думаю, что шанс каждый день здесь у нас с морем. Вроде как. Мы здесь, возле моря. Кстати, ребята, по-моему, на одни штаны одеваются. Я не рискую, я еще поддеваю брюки. Где-то они там у меня. Точно поддеваю, короче. Но я обратил внимание, что мужчины здесь, так же, как и в России, многие поддевают термобелье. Или просто треники, очень часто встречал. Когда и они не парятся, их просто одевают там, брюки поверх этих треников. В транспорте, знаете, так чудно, там пока по карманам шарит, он за это заплатить за проезд. Как-то так. Олег он пошел пообщаться с морем. Мы недолго покатались. Немножко потрогали море, дети. И один и второй. Вода достаточно теплая, вот на мой вкус, когда руками трогаешь. У нас из крана холоднее, чем здесь в море оно сейчас. Сейчас на улице, вот тут возле моря, очень сильно пахнет йодом. Прям очень-очень. Хоть у нас там дома тоже очень сильно пахнет йодом и морскими водорослями. Наша мама Оля готовит салат с меги. Но прям на море все равно чувствуется. Михаил тут что-то. Стекло. Все, ты его убрал? Одно стекло нашел. Поэтому по стеклу надо быть аккуратным, объезжать его. Стекло. Пошли, а то ладошки это самое обдерешь, наколешь. Пойдем, мастер-фломастер. Объезжать надо стекло. Я его не видел. Колеса велосипеда не выдерживают наезда на стекло. Погнали. Погнали, то на треньку опоздаешь. Давай, будь внимательный, там перед дорога. Хочешь, подожди меня чуть-чуть, сейчас я выйду, скажу тебе. Опять стекло. Глянь, сколько этих валяется. Мандаринов или что это? Мандарины только собирала. А? Тетя их тут собирала. Ага. Правда собирали? Возьми попробовать какие-нибудь на вкус. А это не прям сладкий будет. Слаще, чем в магазине. Придешь с кульком. Так, чтобы был крепкий, он не гнилой. Хорошо? Крепкий. Пальцем так легко не кладешь. Дома помоешь, попробуешь. Поехали. А то я поеду сейчас. Клади в эту, в корзинку.
На этом дереве более зеленые мандарины. Не бери больше, добавь. 2 взял, попробуй, все. Клади в корзинку и поехали. Кстати, это могут быть какие-то апельсины. Это подножка. Ты подножку не убрал. Так мы умеем. Вот по этой дорожке мы ходим. С правой стороны было дерево, все в мандаринах. Сейчас их все обобрали. Сейчас нету ни одного мандарина здесь. А вот на этом дереве только-только начали появляться. Разные сорта, видимо. Кстати, мы последний раз купили ярко такого оранжевого цвета мандарина на рынке. У нас их как продают как клементины, по-моему. Вкусные, очень вкусные такие мандарины. Единственное, что, может, у меня с них аллергия. Но вроде на цитрусы у меня не бывает аллергии. Я их ем, как сказать. У меня аллергия, или как это, чих, возникает независимо от того, ел я цитрусов или нет. Не они влияют на мое состояние носа заложенного постоянного. Может быть, какая-то, некоторые говорят, там перегородка, там что-то туда-сюда. Что с ней бывает, не знаю. Ну, кто-то что-то... вот эти вот фрукты на этом дереве. Тут много-много было крупных таких больших. Их все обобрали. И осталось несколько ягод, которые там глубоко висят, которые с улицы не достать. Вот они буквально 2 или 3 таких растут. Визуально похожие на грейпфруты. А что это, не могу сказать. Только предполагать. Что-то похоже, как будто они вот этот вот, как это, край асфальта прочищают. Мяски. Разговор шел, что хотят сделать канализацию, ну, центральную. Или дренаж. Не знаю, что это будет. Но вот такие вот работы здесь ведутся. А здесь пока видите, как неспешно арматуры лебедочкой поднимают. Поднимают щиты, из которых собирают все эти конструкции. Этаж собрали, раз, перетащили на другой этаж. И дальше следующий этаж собирают. Все вот арматура, проволока и бетон. Вот уже собрали нулевой, раз, два. 3-й этаж сейчас собирают они. 3-й этаж соберут, сейчас зальют его, пойдут на 4-й. В комплексе вот на картинке здесь этажей 15 нарисовано. А там увидим. То есть такая же башня, как наша, вот вырастет. У нас на 2-м этаже кто-то стеклит балкон. И стеклит он, по-моему, так же, как и у нас. Таким же способом. Просто на ограждение сверху ставят движущиеся стекла лево-право. И я спросил, почем, сказали 1000 квадратный метр. 1000 лир квадратный метр. И они сказали, что получается, по их, с их слов, это работники, которые это делали, стоит это 12 000 лир. Ну, как-то дороговато. Хотя Бог его знает. Дядя Рай дешевле отдавал. Но он отдавал за другую конструкцию, да. У него более застекленное, двойное стекло. Плотнее все закрывается. И ну, его более крутое остекление, чем вот это. И отдавал он меньше. Кстати, мы давно удивлялись на эту сухую реку. Вот она теперь не сухая. А там, знаете, почему так много чаек? Там вот на рынке, вон под тем зонтиком полосатеньким, мужчина постоянно чистит рыбу. И, видимо, сюда он ее выбрасывает, эту рыбу. Вот они тут колготятся, чайки. В общем, сколько вот мы видели чаек в Турции за все время? Их было меньше, чем сейчас, ну, раз в 20.
До этого мы видели, может, одну-две чайки максимум. А вот эта вся вот колгота, вот здесь, видите, они тут летают и питаются, и играются, видимо, и ныряются. Все 33 удовольствия тут они свои справляют, эти чайки. Весело им тут. Я пришел на рынок, вон на той стороне, сейчас пойду схожу. У меня сегодня очень мало заказов. Буквально зелень и все. Надеюсь, хотя бы кинза будет, потому что сколько хожу, кинзы вообще не бывает. Но речка, мне кажется, еще может разойтись, потому что, смотрите, прям, ну, не спеша льется, видно, где-то в горах дожди идут все-таки. И сюда эта вода приходит. Вот. Проверять, честно говоря, неохота. Я так понимаю, что в горах... Ну, хотя на нашей резине, в принципе, можно попытаться. У нас резина зимняя. Проблем быть не должно. Вот они летают, веселятся. Вау. Как круто. Ладно, я пойду на рынок, вот по тому мосточку как раз. Вот оно, отличие субботнего рынка от четвергового. Все вот эти ряды с левой стороны четверг занимают фермеры. Ну, такие же, собственно. То же самое продают, что в середине, так сказать. А сегодня здесь одежда. И совсем немного фермеров. И те, кто сегодня стоят вот в средних рядах, по четвергам их обычно не бывает. Скорее всего, они какой-то другой рынок уезжают. Просто, ну, другого объяснения нет, почему их здесь нет. Я ищу кинзу, вдруг попадется. Ну, я не вижу, чтобы была здесь кинза. Как-то так. Пойду пройдусь, если найду. Нет, значит, куплю петрушку. Мне зелень просили купить. Но кроме петрушки ничего не купить мне сегодня. Пацаны, они в любой стране, пацаны. Вот пришли кидаться камушками. И большими, и маленькими, и всякими. Вода, огонь. Все это им интересно. А чайки вон не улетели. Они туда сперва ушли к мосту, а потом, вон, видите, болтаются в воздухе. Они, скорее всего, здесь пролетом. Ладно, я пойду обратно на рынок. Я прошел, посмотрел, кинзы нету. Пойду только петрушку куплю и все. Доброе утро, подписчики, дорогие, любимые. Всем желаем отличного дня, хорошего настроения. Посмотрите, какая у нас превосходная солнечная погода 26 декабря. Супер классное переливающееся море. Куча фруктов. Надо, кстати, из грейпфрутов сок выжать. Олег занимается уборкой. Слушайте, мы вам не показываем 100% нашей жизни. Если не знаете, то какой смысл писать то, чего вы не знаете? Олег убирается каждое воскресенье. Да, это вот прям вот его обязанность каждое воскресенье делать уборку. Вот. Зато я убираюсь каждый день. Стараюсь, во всяком случае. Бывает, когда у меня нет времени, я могу там не убраться, не вымыть полы. Потому что если убираться дома раз в неделю, то будет очень... Он тут мыл полы? Нет еще? То будет очень-очень мега грязно дома. Просто нереально грязно. Поэтому... Я тоже убираюсь, просто не показываю вам этого. Быстро постель заправь, Миша. Вот. Но теперь робота выставила вот сюда. И хочу, чтобы он каждый день убирался. А я, может быть, пару раз в неделю, среди недели буду полы мыть тоже. И что мне нравится в нашей турецкой квартире, то, что у нас нет нигде ковров. Не надо ничего пылесосить. Вот этой моей любимой шваброй раз прошлись... В одном направлении мы ею трем полы, и получается весь мусор тоже собираем. Сложи аккуратно одеяло, пожалуйста. И получается весь мусор тоже собираем, и не надо пылесосить. Вот. Пылесос у нас
раньше использовался часто, а как эту швабру купили, крайне редко мы им пользуемся. Вот такие у нас дела. Михаил занимается... Слушай, а давай тогда отдадим это одеяло Кому? Олегу, а тебе вот это маленькое дадим, чтобы ты адекватно заправлял свою постель. Ну как это так? Человек не может заправить свою постель. Не сейчас, сейчас заправляй как можешь, а вечером эти пододеяльники поменяем и сделаем перетрубацию. В общем, я хочу проверить твое одеяло на теплость, на теплоту. У Миши... Я плохо укрываюсь, ну, я не такой уж и теплый. У Миши синтепоновое одеяло, у Олега и у нас из овечьей шерсти одеяло. Миша жалуется, что ему холодно, но у Миши огромное одеяло, такое размером, как у нас с Алексеем. Поэтому мы хотим поменяться. Наше большое овечье отдадим Олегу, Олежкина односпальное овечье отдадим Мише, а Мишина синтепоновое заберем себе. Если действительно в нем холодно, в овечьем, несмотря на то, что вот я показывала вам, да, то, что нам друзья дарили, несмотря на то, что оно не такое уж прям сильно толстое, как наши дома ватные, которые мама шила, handmade, вот, несмотря на это, оно очень теплое, под ним прям вот аж если укрыться... все части тела закрыть этим одеялом, прям запотеваешь аж, несмотря на то, что дом достаточно холодно. Мы не включаем обогреватели, под одеялами очень тепло. Очень. Кстати, когда в последний раз ты уезжал, когда ты уезжала, мы же оставались с папой, да? Я попробовала там вот поспать, там когда я лег, ну, как обычно лег, я там так тепло было. Ну что ты говоришь? Поздоровайся с подписчиками. Здрасте. Молодец. Все, мы сейчас будем с Алексеем. Алексей, выходи! Ну, надо мукбанг снимать. Сейчас будем мукбанг снимать, и мне надо заняться клубникой. Одну коробку надо подарить подруге Сардинчик, все остальное надо почистить, намыть и в морозилку убрать. Такие сегодня планы. Еще рецепт снять. Еще у меня сегодня вокал. Блин, вообще, как все успеть? Ладно, все, отключаюсь. Итак, Меня? Я только проснулась. гляньте, какая она, когда только проснулась. Потом, когда прям разойдется, прям вообще королевишна. Да? Ты это хотел Все бабы сказать? как бабы, а твоя богиня. Да. Как вы думаете, что здесь делает мама Оля? Отрезает попки клубнички. А все почему? А потому что этой клубнички здесь у нее еще очень много. Это первый раз мы попробовали купить клубничку у производителя. Нет, это перекупщик. Перекупщик. Да, друг потом пытался найти на коробке информацию о производителе. Я говорю, слушай, это вообще-то коммерческая тайна. Везде только фреш-щелек, других надписей нет. Понятно. Ну, цену нормальную дал. Сколько он дал? 20-ка. По Ну, сейчас 20. он дешеветь будет. Да нормально, господи. Сейчас, в общем, по 20 он продал, хотя в рынке она 25 продается. Но она не такая в рынке, Леша. Ну да. А в магазине еще в одном я видел такую же клубнику, там по 30 ее продают. Но здесь мы, получается, коробку купили, ее прям привезли нам домой. А так на рынке они там ее мусолят. За целый день они продадут, нет такую упаковку, не знаю. Да продадут, наверное. Ну, Ну, они наверное. мало привозят. Мы на рынок приходим, а там буквально у них 2 коробочки. Одна, да, там по всему рынку вот такая упаковка, наверное, стоит, да? Если Да. походить. И то с утра. Там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Шикарная клубника. Другу вообще респект и уважуха. Клубника, да, очень красивая, крупная. Это он нам нашел ее 25 декабря, друзья мои. Да, такого. 140 рублей за килограмм клубники 25 декабря. Да еще за килограмм какой клубники? Какой? Да, Она ну, когда офигенная. сказал, она будет уже грунтовая и дешевле. В апреле. В апреле? Она офигенно ароматная и мягкая. Не та резиновая, которую продают в России. Поэтому особо ей расстаиваться здесь нельзя, поэтому вот Да, мама мы Оля сейчас говорит, ее намоем и в морозилку закинем. Морозилка еще не пришла. еще, да, еще Народ где-то, спрашивал. еще Мы пока едет. старую закинем в морозилку по максимуму, сколько поместится. Потом фрукты переедут туда, да? Да. Потом еще и брокколи буду морозить. Да. Так, одну коробочку подруге надо оставить.
угостим. Ой. Такую клубнику даже чистить одно удовольствие. Ну да. То, что мы на рынке покупали, ну, в более-менее сезон, да? Тоже уже, конечно, был не сезон, но еще она была на рынке в достаточном количестве. И я такое удовольствие от чистки не получала, как сейчас. Ну да, там коробку раз-раз и все, она уже. Мало штучек там лежит, они крупные Да, все. крупные, ага. Окей. А моют ее потом one by one, как нам друг сказал, если вы будете много есть клубники, плохо ее мыть, потом у вас песок в почках будет. Вот. Но Алексей ее моет прям поштучно, каждую штучку, вот так, как яблоко. Поэтому мы клубнику моем хорошо. Да? Ага. А самое главное, друзья мои, что у Олега приходит в норму мочевая кислота после регулярного употребления клубники. Не каждый день, потому что мы не медики, и мы не знаем, насколько много можно клубнику есть, чтобы не навредить каким-то другим органам, да? Вот. Ну, через день по 250-300 грамм он съедает. Я морожу пакетики примерно по 400 грамм, но ему еще помогает Миша, поэтому я думаю, что где-то 250-300 грамм Олег через день ест клубники. Напишите в комментариях, может быть, кто-то более грамотный в медицине. Можно ли столько есть клубники через день, примерно по 300 грамм. Вот Будем так-то. вам благодарны. Угу. Смотри, даже хвостики какие. Хвостики, да. Как от этого, от ореха лесного. Ага. Так, лады. Тут Я- еще вода закипает. Сейчас мама Не, еще Оля не будет закипает, еще брокколи кипит. отварить. Я, честно говоря, я сейчас стала клубнику почистить, потому что, ну вот у меня пока вода не закипела, я брокколи, чтобы хочу варить, ошпарить. Пока вода не закипела, я думала, у меня минутка есть, я сейчас там чуть-чуть ее почищу. Я думала, что мне придется несколько часов потратить на то, чтобы почистить клубнику. Но я чувствую, что пока вода закипит, я ее всю почищу. Потом Алексею останется ее намыть, мне останется ее расфасовать по пакетам, взвесить и убрать в морозилку. И все, расквитаемся с клубникой. Я думала, целый день будем ею заниматься, а нет, видите, как здорово. Как здорово, что друг Эрай заботится о нас. О, видите, как складно получилось, да? Классно? Лады. Что-то сегодня пасмурная погода такая. Ты показывала, какая погода сегодня на улице? Я вообще солнечную показывала. А сейчас посмурнело чуть-чуть. Посмурнело, хотя буквально минутки 3 назад на море такое яркое солнце было. Прям ого-го. И достаточно свежий воздух с улицы идет. Все зелененькое. Мне вот это еще нравится. Все зеленое-зеленое. Этот никак пчеловод не свалит отсюда. Все никак его пчелы все, хотел сказать, несутся. Все еще собирают. Мед где-то находят. Хотя это расходил, эти розы цветут. Вон деревья у нас даже в этом в саду, гарден. Вот они по забору, куча здесь у нас разных цветов. А здесь рядом еще ботанический сад, там вообще они могут собирать, мне кажется, все время. Так что он молодец, с умыслом поставил здесь. Нам осталось немножко что тут, снять мукбанг и скоро уже идти на тренировку.